Привет, друзья! Сегодня мы в самом сердце солнечной Молдовы. А если быть точнее, в ее столице Кишиневе. Этот город в себе сочетает уют провинциального города и энергичность столицы. Страна с такой многообразной историей впитала в себя традиции различных народов вместе с кухонными изысками, что, надо сказать, меня очень порадовали. Также Молдова является столицей постсоветского пространства в плане виноделья. И этот момент мы здесь тоже усугубим. И, естественно, изучим исторические достопримечательности столицы Молдовы. И начать наше путешествие я хочу с самого главного. С улицы, которая является символом Кишинева, бульвар Штефана Чалмаре. А проще говоря, бульвар Штефана Великого. Это не просто главная артерия города, но и живая история. Здесь пересекаются культура, архитектура и жизнь Кишинева. Да и вообще, если вы собираетесь прогуляться по Кишиневу, все основные достопримечательности города находятся в пешей доступности от бульвара Штефану Великому. То есть неважно, сколько вы дней проведете в Кишиневе, вы каждый день будете проходить по этому бульвару. Архитектура бульвара довольно-таки своеобразная. От таких вот сталинских построек, как на этом перекрестке, до таких каких-то 70-80-х. Такое вот здание 70-х годов, прям такое пик моды, я думаю, было в то время. Но вот до сих пор стоит и работает. Подозреваю, что это какое-то здание государственное. Дореволюционные здания, а также правительственные здания в современном стиле. Но обо всем по порядку. Бульвар назван в честь Штефана Великого, что являлся правителем Молдовы в 15 веке. И в данный момент олицетворяет собой независимость и культуру Молдовы. Давайте, наверное, с культуры и начнем. На бульваре вы найдете здание Национального театра Михая Эминеску. Это здание в стиле неоклассицизма было построено в 1931 году. Но основанием театра считается 1920 год. Сразу после объединения Бессарабии и Румынии был основан этот театр. Название театра отдает дань уважения Михаю Еминеску, который считается поэтом-националистом Молдовы и Румынии. Я вообще националистов как-то не очень, но что делать? Видимо, такие времена были в 1988 году, когда его именем был назван этот театр. Театр ставит как классические произведения, так и современные пьесы молдавских и зарубежных авторов. Не забудьте заглянуть в этот театр, если вы, конечно, понимаете румынский язык, так как большая часть репертуара на румынском, но доступны субтитры. Рядом с театром раскинулся сквер имени того же Михая Эминеску. В центре площади находится памятник тому самому поэту. Эта дама, его муза, любовь всей его жизни, Вероника Микли, которую он ей писал, и она сейчас вот с письмом в руке, его письмом. Это очень уютное место любят горожане и гости столицы. Продолжаем движение по бульвару Штефана Великого. И следующее великолепное здание – это органный зал, что был построен во времена Российской империи в 1901 году. И в те времена это здание являлось банком. Архитектура в стиле эклектики с элементами барокко делает его одним из самых красивых зданий города. Что удивительно, во времена Второй мировой войны здание почти не пострадало. При этом в советский период здесь также находился Госбанк до 1975 года. В 1975-м банк переехал в новое здание, а из этого архитектурного шедевра сделали концертный зал. Также в 1978 году здесь установили громаднейший великолепный орган, что был изготовлен в Германии. Если вы являетесь любителем классической музыки, непременно посетите это место. Это здание в стиле итальянской готики является мэрией города Кишинев. Было построено в 1901 году по приказу Карла Шмидта, тогдашнего мэра города Кишинев. По происхождению он был бессарабским немцем, а мать его была полячкой. При этом обучался он в Одессе. Часы на башне являются одним из узнаваемых символов Кишинева. Я вообще при первом взгляде подумал, что это вокзал. Каюсь, был неправ. Также здание украшено декоративной лепниной, башенками, арочками. Во время Второй мировой войны оно было тотально разрушено. Сначала Красная армия в 41-м при отступлении взорвала это здание. Румыны потом это здание восстановили
восстановили, а в процессе изгнания фашистской румынской армии из Кишинева Красная армия его опять же удачно расхренячила. Но уже к 1948 году здание восстановили, и оно по сей день является зданием мэрии города Кишинев. Напротив мэрии, рядом со входом в почту Молдовы, находится уникальное место – нулевой километр. Молдаване считают, что отсюда начинаются все дороги этого мира. Таки тут можно заинстаграмиться слегка. Вечерело, и мы нашли прекрасное место для перекуса. Оказались мы в этот вечер в очень классном месте под названием Ели-Пили. С самого названия место располагает к непринужденной обстановочке, да и дизайн места супер инстаграмный, при этом с юморком. Для разогрева нам принесли молдавское белое вино. В этом месте большая винная карта молдавских вин. Я вдарил по традиционному блюду мамалыга. Традиционная мамалыга с яйцом, с брынзой и сметаной. Как оно ест, ребята. Потому что мы так ее едим. Это самое топчик. Берется мамалыжка. На вилку, можно руками, но мы в культурном месте, на вилку. Это макается в брынзу, после этого в сметану, в рот, и после этого уже яйцо. Топчик. Топчик. Шашлычок здесь называется «Друг Винни-Пуха». Ох, ребзя, вечер, дело угара. И мы решили начать наш угар С пьяной вишни. Пьяная вишня – это великолепная настоечка с просторов Украины, а точнее, по-моему, со Львова. Встречал я ее, кстати, на просторах Европы, также в Австрии, по-моему. Ну, осень, вкусная. Обязательно попробуйте, если будет такая возможность. Сами понимаете, история концовки этого вечера осталась тайной для ее участников, так как камеру я убрал в рюкзачок до следующего утра. Так как на второй день пребывания в Кишиневе у нас имелись буанапартовские планы, было принято решение подкрепиться по-чемпионски. И зашли мы в очень вкусное место с традиционной едой Молдовы – Лаплачинты. Итак, у нас здесь распаковочка. Завтрак по-молдавски. Итак, что у нас входит в молдавский завтрак? Яишенка, 2 яйца, брынза с травкой, хлеб, я так понял, тоже с сыром какой-то запеченный. Это что у нас? Бекончик. Бекончик, я же забыл, как называется. Бекончик и травка с помидорками. Ну а мне достался омлет с помидорками и сыром. Как видите, подают это все шкварчаще и прям в сковороде. На второе мы взяли местное традиционное блюдо лаплачинты. Немного схоже с турецким буреком, при этом непонятно, кто с кого это слямзил. То ли молдаване с турок, так как 300 лет были под турками, то ли наоборот. Это науке неизвестно. Кто знает, напишите мне в комментариях. Просветите, пожалуйста. Лаплачинты бывают с различными начинками. Капуста, сыры, картофель, сладкие бывают жареные, бывают печеные. Ну а шлифанули мы все это дело пироженкой. Если вы однажды окажетесь в Кишиневе и захотите поесть национальной еды Молдовы, то вот это вот место является оптимальным рестораном, так как здесь вы не переплатите и вся еда сумасшедше вкусная. То есть я здесь провел неделю практически в Кишиневе, да, и периодически питался в этом месте. Это просто класс, просто чума. Всем сюда, всем есть, питаться и пробовать национальную еду Молдовы. Все очень вкусно, самая вкусная страна, где я бывал. И мы начинаем наше приключение с самого вкусного места Молдовы. Это винодельня Крикова. Находится буквально в получасе езды от Кишинева. Первым делом, чтобы наладить правильное настроение при посещении винодельни, вам, естественно, выдают стаканчик винца. Ну, мы и усугубили. Халява, дело такое. Так сказать, разогревочный перед заходом в подвалы. Надеюсь, выйду живым. Экскурсию можно взять с дегустацией, либо без. Сами понимаете, мы взяли с дегустацией. И первым делом вы садитесь вот в такие электрокары, и вас везут на глубину порядка 100 метров в скалу, в пещеры. Ну или что-то в этом духе. Под скалой. Это у нас первая остановка в нашем подземном городе. Это настоящий подземный город, так как здесь у нас более 120 километров подземных улиц. Это значит, у нас общая подземная площадь превышает 53 гектара.
вина. Это самый большой винный погреб в мире по используемой для вина подземной площади, потому что из 120 километров подземных улиц 85 километров они все используются для созревания и производства вина. Сейчас на первой остановке вы видите бочки, дубовые бочки используют для созревания красного вина, цистерны металлические используют для хранения белых и розе. Однако то, что сегодня является самым большим винным погребом в мире, 600 лет назад вином и не пахло, тогда отсюда добывали камень и использовали этот камень как строительный материал. Во время Второй мировой войны Кишинев потерял более 80% зданий, которые на тот момент существовали. Поэтому после войны нужно было срочно построить заново город. После добывания камня галереи оставались пустыми, а температура здесь всегда хранится одинаковой между 12 и 14 градусами, а влажность минимальная 85%. Поэтому уже после Второй мировой войны решили использовать эту огромную подземную пустую площадь для чего-то, чему действительно нужна эта температура. И начиная с 1952 года мы официально производим вина, игристые вина по французскому методу, игристые вина по итальянскому методу и даже крепкие напитки, как, например, бренди. Здесь довольно-таки прохладно, одевайтесь потеплее, если сюда пойдете. И, как видите, я подготовлен в футболочке, поэтому под конец, думаю, зубы будут стучать. Но поверьте, на экскурсии вам замерзнуть не дадут. Второй нашей остановкой был кинотеатр. И, естественно, с дегустацией. После 10-минутного ролика про то, какое классное вино Крикова, мы двинули дальше. Бытие. Цех по производству игристых вин. Да-да, в Молдове их тоже производят. Используются два вида изготовления игристых вин. В обоих случаях используются два брожения. В итальянском методе брожение происходит в большой железной цистерне, причем оба брожения. А во французском методе первое брожение происходит также в большой цистерне, потом вино разливается по бутылкам, и второе брожение уже происходит в самой бутылке. Так как этот метод более запарный, поэтому французские игристые вина стоят дороже итальянских. Причем французский метод изготовления занимает от 9 месяцев до 5 лет, а итальянский всего 9 месяцев. Видите этот цех? Он длиной 8 километров. Мама, не горюй. Следующим пунктом нашей экскурсии было место хранилища элитных вин. Что меня удивило, в этом месте имеется даже церковь. Но я туда не заходил, боюсь, сгорю. Что тут можно увидать? Ну, первым делом доска почета различных известных личностей. Даже Фиго, известный футболист, имеется. Во-вторых, здесь хранят вина различные известные личности. Ну, мне они мало чем известны, но вам вполне возможно. Различные политики, кинозвезды. Одним словом, устанешь перечислять, но вот Юру Гагарина пропустить невозможно. Так и хочется сказать: прости, Юра, мы все просрали. Порядка 80 километров вот таких вот коридоров с бутылками находится в этом месте. В принципе, любой человек может хранить здесь свое вино. А за одну вот такую вот ячейку вы платите 500 евро в год. То есть 500 евро буквально, чтобы положить здесь винцо, похоронить свое. Ну, тут в основном, естественно, коллекционные вина хранят. Просто так вы не будете хранить обыкновенное вино. Но мотайте на ус, кто хочет сохранить вино в крутом месте. Почему нет? И тут мы перешли к самой вкусной части этой экскурсии. Часть дегустационная. На пробу вам предоставляют 3 различных вина с небольшими закусочками. Вино вас очень сильно тонизирует, мягко говоря. И с этим отютением вы отправляетесь в магазин. В обычном музее после экскурсии вам предлагается посетить гифт-шоп. Ну, а здесь немножко другие презенты. Вообще экскурсия была классная. Во-первых, уникальное место посетил. Во-вторых, столько узнал о вине. До этого я совершенно ничего, оказывается, о нем не знал, как его производят. Но очень-очень классная экскурсия. Шикарненькое место. Всем рекомендую посетить. А мы
с чувством выполненного долга рванули в город. Причем на общественном транспорте. Кстати, о транспорте в Кишиневе. Конечно, городу сугубо дико не хватает метрополитена. Развязки дорог довольно-таки старые, поэтому возникает большое количество пробок. Но в целом наземный транспорт развит довольно-таки мощно. Множество автобусов, троллейбусов. Причем какой-то нехватки их для меня особо не почувствовалось. Но это сугубо мое мнение туриста, а вы свое напишите в комментариях. Вот вам и зеленая энергетика, зеленый общественный транспорт. Троллейбусы здесь, кстати, имеют батарейку и могут какое-то количество километров ездить без этих рожков к проводам. Поддерживайте зеленый транспорт, катайтесь на троллейбусах. Кстати, идея пролетариата. Таки рабочего класса, что всегда вечно куда-то спешит и при этом экономит. На каждом углу вы найдете широкий выбор плацинточек с множеством начинок. Мне полюбилась брынза с травкой. Не могу без травки. В Кишиневе присутствует уличная еда. В основном это плацинточки. Можно на каждом углу купить, перекусить. Шикарная вещь. Рекомендую. После Крикова мы приехали в центр города и, подойдя к главному зданию правительства Молдовы, что очень собой похоже на все правительственные здания постсоветского пространства, мы наткнулись на мемориал жертвам сталинских репрессий. Вот такие вот два вагона выставлены перед зданием парламента Республики Молдова в память о делах усатых, так сказать, грузинских во времена Советов. То есть напоминать всем, как дедушка Сталин полстраны переселил в таких вагонах в разные места. Я думаю, от этого усатого грузина пострадала практически каждая семья постсоветского пространства. Вот такой вот офицер советской армии сидел и назначал, кому куда ехать, кого где пристрелить и так далее. Красный террор и диктатура того самого пролетариата уничтожила множество миллионов советских граждан, а кого не изничтожила, переселила насильно, и Молдова тому не исключение. Ну что тут говорить, картина, конечно, печальная, но помнить такие вещи нужно, чтобы они никогда больше не повторялись. Напротив здания правительства раскинулся шедевральный парк под названием Кафедральный парк, куда мы не преминули заглянуть. И первое, что нам встретилось на пути, это Триумфальная арка. Итак, Триумфальная арка. Мы добрались до Триумфальной арочки, что была возведена в 1846 году в честь победы российской армии над турецкой. Взяли вот эти пушечки турецкие и из них вылили колокол 6-тонный, что находился внутри этой арки. Также в этой арочке находятся памятные доски, и некоторые из них были удалены. По какой причине, я, конечно, не знаю, удалены, но на них было написано следующее. То есть главнокомандующим СССР вручить героям Молдовы, наградить их медалью Героев СССР за победу над румынско-немецкой фашистской армией. И вот эти доски куда-то пропали. Но их там сейчас нет. Но суть не в этом. Суть в том, что Триумфальная арка выглядит шедеврально. Эпохи, годы, политика меняется, а она все еще стоит здесь в честь победы российской армии над турецкой. В глубине парка находится главный христианский собор Молдовы – собор Рождества Христова. Был воздвигнут в 1836 году по проекту Авраама Мельникова. Все в те же времена Русской империи. Как видите, собор выполнен в классическом стиле, с куполом, с прямыми линиями. Во время Второй мировой он был немного поврежден, восстановлен и в советское время использовался как выставочный центр. Здание колокольни, кстати, находится отдельно от собора. Изначально она была построена также в 1836 году, но в советское время была разрушена. И ее восстановили уже в 90-е, после развала Совка. Вообще весь архитектурный ансамбль этого парка выглядит очень гармонично. Также в парке художники выставляют свои работы и распродают. Уличные музыканты исполняют песенки. Ну и множество кафешек предлагают различные сладости. Вот и мы, нагуляв аппетит, отправляемся откушать. В очередной раз заскочили в традиционное кафе молдавское перекусить плаценточкой, супцом и так далее. Ну, осень душевное место. Вообще Молдова порадовала вкусняшками и своей кухней. Супцы, соленья, лаплачинточки, пироги, вкусняшки различные десертные. Не говоря уже о вине. И пока они не вступили в Евросоюз, цены здесь просто великолепные. Так что я вам очень рекомендую посетить эту страну.
Супец куриный. Ну и, конечно, без коврика никуда. Во всем молдавском есть коврик. Пока кто-то работает, нам принесли десерт. Кушмалу гугути называется. Это блинчик с вишней и сверху полит сметаной с сахаром. Очень вкусно. Будьте в Молдавии, попробуйте. Так, памятник Штефану Великому был построен в 1923 году, а в 1928 здесь установлен. В июне 1940 года, после того, как Бессарабия была присоединена к СССР, памятник был демонтирован и увезен в Румынию. Но после того, как фашистская Румыния захватила Кишинев, они привезли этот памятник назад. Но, как мы знаем, в 1944 году им пришлось опять же бежать, и памятник они опять захватили с собой. Но уже в 1945 году памятник был возвращен в Кишинев и установлен на прежнее место. Вот такая вот нелегкая судьба памятника, олицетворяющая нелегкую судьбу Молдовы. Прямиком за этим памятником находится Центральный парк Штефана Великого, как ни странно. Это один из старейших парков Молдовы. Был основан в 1818 году, и в те времена он носил имя парка имени Александра Сергеевича Пушкина, который проживал в Кишиневе во времена своей ссылки. Но вот спустя 100 лет, в 1928 году, во время правления Румынией, парк был переименован парк имени Штефана Великого. В парке имеется аллея классиков. Это аллея бюстов знаменитых людей Молдовы, а точнее писателей, авторов и так далее. Опять же, тот самый Михай Минеску. В парке имеется фонтан. Вокруг центрального фонтана частенько вечерком устраивают дискачи. Для тех, кому примерно за 70, насколько я понял. Но на самом деле очень душевно, когда старики тоже могут провести свой досуг с пользой для здоровья на свежем воздухе, легкие физические упражнения. Шикарно же. Одним словом, молодцы. Помимо этих дискотек меня порадовала прохлада этого парка, где можно укрыться от летнего зноя. Внезапно было обнаружено дерево, посаженное самим Юрком Гагариным. А вон оно, дерево! Ну вот и я решил окультуриться чуть. Иду в Музей национальной истории Молдовы. Надеюсь, узнаю больше о Молдове. Музей был основан еще в 1983 году на базе бывшего музея истории КПСС. Ох, Ленин в мавзолее сейчас вздрогнул. Окультуривание в этом музейчике очень экономное, всего 10 лей. То есть это где-то пол-еврика. Экспозиция музея охватывает различные исторические эпохи от неолита до нынешних времен. В этом музее я узнал, что молдаване берут свои корни от древнего народа даки, которых завоевала Римская империя еще в 1 веке. Кто тут только не топтался на этой территории. В 15 веке Молдова стала частью Османской империи. Здесь, кстати, до сих пор есть регион Гагаузия, который говорит на турецком. Кстати, Штефан Великий просил Ивана III о помощи в сражениях с Турцией, но тот смог помочь только дипломатически, а армии помочь так и не смог. Но вот уже в 1812 году, после очередной русско-турецкой войны, восточная часть Бессарабии была освобождена и вступила в Российскую империю, а западная так и осталась под турками. Ну и после очередной русско-турецкой войны, коих было много, в 1877 году организовалось государство Румыния. Короче, у румын там тоже веселая история, там и венгерские территории вошли в Румынию и так далее. Короче, там сыр-бор еще долго будет длиться. Но на самом деле все эти национальности были придуманы, не знаю, там 200 лет назад. До этого люди жили, где жили, и кто они были, и как их звать, там было не так уж и важно. Все были друзьями. Ребята, давайте жить дружно. Одним словом, молдаване — это смесь даков, славян и турок. Что-то такое космическое. Вторая часть марлезонского балета, часть едабельная. Домашнее вино. Ваше здоровье. Спасибо. Да, это здесь. Здорово. Местная, да? Да, это домашнее, без консервантов. Что домашнее вино. И с орешками. Орехи и бинот дополняют от вкуса сода. Спасибо. Да, прошу. Заскочили в очень душевный ресторан неожиданно для себя. На входе, как видите, нас очень душевно встретили, приятно накормили. Ребзя, в Молдове что не ресторан, то атмосфера. Очень атмосферный ресторан. Вот в какой не войдете, везде музыка. И атмосфера сделана под народный такой фольклор. И музыка играет, и сама декорация внутри. Вы как в какой-то деревне находитесь и вкушаете плоды молдавской кухни.
Всем рекомендую. До этого я говорил, что Турция самая вкусная страна, которую я посещал. Беру свои слова обратно. Молдова самая вкусная страна. Как полагается, наевшись, напившись на ночь глядя, мы, как настоящие туристы, отправились в свою Airbnb-шку набираться сил перед завтрашним днем. Наш очередной день мы начали с ботанического сада. Вход сюда буквально 10 лей, это где-то пол-еврика. Сейчас заценим ботанический сад Кишинева. Почему ботанический сад? Просто потому, что мы решили отдохнуть от городской суеты и начать этот день с единения с природой. Национальный ботанический сад Александру Чубатару является настоящим оазисом тишины в столице Молдовы. Был основан в 1973 году и находится в южной части Кишинева. В данный момент это крупнейший ботанический сад Молдовы, и занимает он площадь 76 гектаров. Такие есть, где разгуляться. В саду представлено множество различных растений и видов. Различные виды хвойных. Вот я как северный человек первый раз в жизни увидел, как растет виноград. Прям такая арочка зелененькая, в которой свисают грозди винограда. Смотрите, как они яблони выращивают прям таким заборчиком, чтобы проще было собирать. Ну, у нас в Ирландии я тоже видел, так делают. Жарковато тут не только лехом, но и розом. Также имеется каскад из небольших озер, где можно повстречать флору и фауну. Врубаю Юру Сенкевича. Не будем беспокоить уток, они оттопыриваются в теньке. Сорян. Сорян, не хотел распугнуть. Вообще очень классное место. Мы здесь провели, я не знаю, наверное, часа полтора. И прям реально кайфанули, укрывшись в тени от зноя. Надо сказать, летом Молдова прям очень-очень жаркая. Так что, если поедете сюда летом, будьте готовы. Ну и для тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Туалет в лучших традициях Советского Союза. В парке расположены вот такие вот кафешечки, где можно шикарненько нахватить мороженца и насладиться жизнью. Позади меня находится такая аллейка, которая поднимается вверх, а по краям посажена куча видов сирени. Это называется сиренгариум. То есть сирень вокруг посажена 1 гектар различной сирени. То есть, видимо, когда это цветет, очень даже душевненько. Не проходите мимо. Вообще крутанский парк ботанический. Крут он тем, что здесь тотальная тишина от города. Просто вы не слышите шума города никакого. Как будто вы где-то за городом находитесь. Прям классно. Если устанете от суеты, вам сюда. В общем-то, шикарный парк. Но обнаружился всего один минус в этом парке. Это, конечно, вот эти вот фонарики. Идея шикарная, я люблю такие фонарики, но вот они немного заржавевшие. Парк, естественно, муниципальный, и, видимо, у государства нет денег на эти фонарики. Ну, это бывает, тут, как бы, мне кажется, два варианта. Либо налоговую систему менять, чтобы деньги были на эти фонарики. Ну, либо прийти к бизнесу и сказать, скиньтесь по рублю. И по рублю, если все скинутся, то буквально фонарики, я думаю, можно будет поставить легко. Ну, ладно, это не моего ума дело. Парк шикарный, а фонарики хреновые. Кстати, кому интересно, эти врата Кишинева в виде многоэтажек располагаются буквально в 2 шагах от ботанического сада. Передвигаемся мы по городу в основном на такси. Такси, в принципе, примерно одна поездочка в 100 плюс-минус выходит лей. Это где-то 5 евро. Ты пишешь, не? Блять, сошел с ума. Курва. Бобры, курва! Я пердоле кипидле! Маленькие технические неполадки. Ну ладно, пока мы устраняем поломочку, хочу вас быстро и неотлагательно попросить подписаться на этот канал, поставить лайк ему и обязательно оставить комментарий. Кстати, в этом видео вас ждет еще много-много чего интересного. Так как страна очень жаркая, нам стало интересно, где купают свои тельца местные жители Кишинева. Взяв такси, мы отправились именно туда. Перемещаемся в основном на такси, и трафик в Кишиневе
Кишиневе прям ужасный, прям всегда пробки. Но местные водители, таксисты знают все дворы, и они гоняют просто через дворы. Я даже пару раз видел, пробки в дворах возникают, потому что все пытаются через дворы проехать. Здесь, мне кажется, ни Яндекс.Карты, ни Google карты не помогут. Здесь реально нужно знать. Добрался я до парка Валя Моллерор. По-моему, так произносится. Морилор. Морилор. Добрался я до парка Валя Моллерор. Блять, до хуйни какой-то доехал, блядь. Короче, название этого парка я выговорить не могу, но в простонародье они его называют Комсомолкой, потому что комсомольцы построили этот парк и пруд. Присутствуют такие велодорожки и беговая дорожка посередине. Нормально, можно кайфануть здесь. И пробежаться, и проехаться, и пройтись. Это один из самых красивых парков Кишинева. Расположен недалеко от центра и является одним из самых популярных мест местных жителей, особенно посреди лета. Как видите, здесь благоустроен пляж, где можно остудиться. Парк был создан в 1950 году по инициативе местного правительства тогдашнего. Изначально он назывался Комсомольским и был построен в лучших традициях курортных городов Советского Союза тех времен. В начале 2000-х парк был заброшен и чуть было не исчез. Правительство города хотело вообще осушить озера, но после долгих протестов это дело как-то передумали осушать, а в 2010 году его начали реставрировать. Парк находится недалеко от университетов, и, поговаривают студенты, любят прогуливать здесь свои пары. В этом парке также имеется великолепная каскадная белая лестница, что, как ни странно, была построена также в 50-е годы. Судьба у этой лестницы тяжела и неказиста. В 90-е с развалом СССР за ней перестали смотреть, и благополучно к 2000 году она подразвалилась. И только в 2016 году ее восстановили. Лестница построена, естественно, в традициях советского классицизма, с колоннами, балюстрадами и фонтанами. Вообще очень красивое и живописное место. Если вы будете посещать Кишинев, заскочите сюда заинстаграмиться. Вот такая вот великолепная лесенка. Также были обнаружены вот такие вот рисуночки художников прямо на белых стенах забора этого парка. Почему нет? Выглядит довольно-таки красочно, и можно увидеть старинный, так сказать, Кишинев. Если вы заберетесь на самый верх этой лестницы, и прямо-таки за ротондой находится этот белый забор, который стал холстом для многих художников. Причем это не стандартная граффити, а именно картины старинного Кишинева. Великолепный арт. Все бы ничего, но в реальность возвращает колючая проволока поверх этого арта. После энергозатратного подъема по лестнице желудок, мягко говоря, напомнил о себе. И я опять же забежал в сеть Ла Плачинты. Честное слово, Ребзи, это никакая не реклама. Кто вообще закажет рекламу такого маленького канала? Кстати, чтобы это дело исправить, подпишитесь на мой канал. Сумасшедшая еда, все очень вкусно, при этом за приемлемый прайс. Ребята, это голубцы по-вашему, по-русски, да? У нас это сармали или галушты. В зависимости от региона, но голубцы должны быть маленькими. У нас даже есть регион, где хозяйки соревнуются между собой, сколько голубцов поместится в ложке. То есть, ребята, ложка и сколько голубцов поместится в ложке. Иногда они бывают вот такусенькими маленькими. Делаем мы из капусты, но еще из листа винограда. Лист винограда может быть свежий, либо может быть соленый. И также, и моченая капуста, как и все. И, естественно, может быть и с мясом, и без мяса. Но в нашем случае иногда мяса меньше, чем риса. Риса намного больше, и они очень-очень вкусные. Мы их едим всегда, на праздниках или каждый день, как кто хочет. Так что приятного аппетита. Будьте в Молдове, и обязательно попробуйте. Баклажанчики в сыре с томатом. Чума прям чумная, смотрите. Сезонное блюдо, ребята, у нас сезон. Ну вот мы и слегка усугубили, поели и погнали дальше. Молдова известна не только своим виноделием, фруктами, хорошей погодой, но и своими великими строителями, что разъехались по всему свету. Также в ходе моих исследований были обнаружены чудеса молдавской архитектуры в городе Кишинев. Вы только гляньте на это чудо. Я подозреваю, Хрущев сейчас где-то тихонько икнул. Вы только гляньте на это. Новый вид архитектурного искусства. Хрущевки с молдавским налетом.
я бы сказал, с молдавской надстройкой 6 и 7 этажа. Если вы живете на 5-м, не беда. Вызывайте молдаван, они вам построят пентхаус. Мой пентхаус трехэтажный, заселилась грусть. Я реально такое видел только в Молдове. Молдавские строители – самые строительные строители в мире. А причем, как видите, и снизу-то они не против поднастроить-то. Вот кто-то себе пару комнат пристроил на 1-м и 2-м этаже. А еще говорят, нет демократических свобод в постсовке. Так кто вам даст построить-то вот такое где-то в Европе? У меня вон в Ирландии окна свистят, мне их нельзя заменить, потому что будут портить архитектурный ансамбль, так сказать, строение. А тут на строй не хочу. Я вот тут все брожу по Кишиневу и думаю, что не так тут с хрущевками с ихными? А они никак не обшиты, так сказать, не обработаны ничем, ни плиточкой, ничем. То есть, ну, как бы, я так понимаю, в советские времена у кого-то на даче все это зависло. Ну, они вот прям реально как будто голые стоят все, да? Ну кто так строит, а? Кто так? Также в Кишиневе имеется базар. Сейчас заглянем на него, заценим, что там как. Интересно, можно ли там торговаться. Базар с первого вида не очень отличается от турецкого, даже музыкой. Новшество этого базара – это весы, на которых вы можете проверить, вас обвесили или нет. Я вот ни на одном базаре такого не видел, но вот в Кишиневе имеется. Какой рынок? Можно даже обвес проверить. Сколько? Есть 20, 30, 40. Какой хочешь? Ну, давайте вот этот, за 30. Угу, так небольшой. Капец. Прям капец. Гранатовый прям удар такой, шотик. Имеется кисломолочный отдел фермерский. С трупятинкой. Брынзу пробуем. Виктория говорит, здесь не брать, потому что можно отравиться, говорит. То есть подозревается, что дезинфекция не очень. Здесь просто, когда идешь на базар и покупаешь брынзу там, или мясо, надо иметь своего знакомого, которому ты доверяешь, или ты очень часто покупал, или ты знаешь, что продукт проверенный. Потому что здесь очень жарко, кондиционера нет, холодильники есть, но я не знаю, как они работают. Если бы мы были в Бельцах, в родном городе, я бы знала, у кого купить, что сделать. А здесь я не знаю, поэтому мы не покупаем. Мы лучше в магазине купим. Рекомендации от бывалого. Видимо, процесс выбора дыньки занимает какое-то время. Нужно все постучать, все понюхать. Да, чтобы не была мягкая. Она должна быть твердая везде. Все ароматы Молдовы. То специями, то фруктами, то пахнет Алиэкспрессом. То есть шикарная обувь из Турции, Абибос. Тоже можно поднабрать, если надо. Турецкая кожа. Берем. Нет. Очень напоминает турецкий базар. Прям я подозреваю, что половина продукции прямо оттуда и приехала. Ну, либо из Китая. И, конечно, главный продукт Молдовы – это кукурузка. Было дело, я, кстати, работал на рынке. Мне было лет 14-15. Я работал грузчиком при этом. Копил на бутсы, так сказать. Вывозил мусор, грузил арбузы, овощи и так далее. То есть такой вот опыт у меня был летней работы 3-месячной. Вот прям ностальгирую здесь и хожу. Ох, живя в Ирландии, я что-то заскучал по старому советскому лимонадику Трахун. И вот я затрахунился. У многих людей имеются различные тактики посещения базара, проходят по всему базару, находят где подешевле, потом покупают. То есть можно вообще весь день провести на базаре. И это прям вот какое-то культурное место проведения досуга и своих выходных. Да, то есть многие люди вот так вот и делают. Напишите мне в комментах. То есть у кого какая тактика и проводите ли вы дни выходного дня, так сказать, на базаре. Прикупили мы здесь грецкий орех зеленый. То есть они его здесь собирают, прям зеленым продают. Ну, вот он у нас пакетик. Вот пакетик. Вот он пакетик. Ну, в пакетике такой весь зелененький. Вот так вот он выглядит. И кожура снимается. Угу. И съедается внутри. Только беленькая вот это есть? Только беленькая, да. То есть и его еще и отколупывать устанешь. То есть отличная вещь к футболу. Сидишь, колупаешь, смотришь футбол. Посредством общих дебатов было принято решение окультуриться в музее художеств. Как минимум, здесь прохладненько. Музей арта нас встречает вот такой вот лестницей мраморной, шедевральной, беленькой, с прекрасными перилами. Эта мраморная лестница выглядит просто великолепно, и многие сюда приходят просто
заинстаграмиться на этой лестнице. Также здесь проводятся свадебные фотосессии. Так что, если вы инстаграмер, то вам сюда. Это вам не это. Кстати, если вы полазите по моему YouTube-каналу, вы найдете ссылочку на мой Инстаграм. После лестницы мы прошли в зал современного искусства. Сапоги русского офицера. Мы лед под ногами майора. Кое-какие экспонаты актуальны и по сей день. Национальный художественный музей Молдовы был основан в 1939 году румынским историком искусства Александру Племедяу. Надеюсь, я это правильно произнес. Но вы помните, что в те годы Молдова относилась к румынскому государству. Вообще, по своей истории Молдова относилась к румынскому государству на протяжении лет так 20. Но вот уже в 1940 году Молдова была присоединена к СССР, и этот музей был национализирован, и ему был присвоен статус государственного. Ну и с развалом СССР музею было присвоено нынешнее название Национальный музей изобразительных искусств Молдовы. Вообще в музее довольно-таки широко представлены картины различных европейских художников. Итальянских, голландских, фламандских, ну и, естественно, русских. Естественно, присутствуют молдавские художники, такие как Михаила Греку, Игорь Вьера и Валентина Русу Чабану. Сам музей находится в историческом здании постройки 901 года, в котором изначально находилась женская гимназия. Автором здания является Александр Пернададзе. Он также спроецировал Кишиневскую Госдуму. Это здание вы уже видели в этом ролике. Вход в музей, кстати, всего 30 лей, и работает музей с 10 до 6. Да, ребята, и будучи в Кишиневе, не забудьте заглянуть на улицу Евгения Дога. Эта пешеходная улица была названа в честь этого знаменитого композитора из Молдовы, который в свою очередь является автором различных вальсов, опер и музыки к кинофильмам. Я, кстати, даже знаком с родственницей Евгения Дога. Как вы видите, улица стилизована под пианино, имеется монумент влюбленной паре и множество уютных кафешек. Улица оборудована фонариками в стиле 19 века и лавочками. Здесь приятно прогуляться не только днем, но и вечером, застрять в каком-нибудь ресторанчике и послушать уличных музыкантов. На пешеходной улочке города Кишинева была обнаружена вот такая вот питейная станция, где вы легко можете отведать студеной, так сказать, водицы. Только как? Никак. Никак не. Ну, можете ее отведать, если у вас в руке есть стаканчик. В бутылочку что-то не получается набрать. Но и советское наследие на этой улице тоже присутствует. Набрел еще на один памятник героям комсомольско-ленинского труда, так сказать. Живет память о комсомоле. Пользуясь случаем, решил заглянуть к барберу, подстричь свою шикарную бородку. Посмотрим, как оно, молдавские мастера, как они стригут бородки. Барбершоп, кстати, находится буквально на этой самой аллее. Заведение выглядит очень чистым и профессиональным. И только ради того, чтобы экраны ваших девайсов не трескались от моей прекрасной физиономии, я решил облагородить свою бороду. Молдавские бродобреи самые бродобрейные бродобреи в мире. Вот я забродобрился, и вот, как видите, результат налицо. Набрел на монумент, посвященный войне в Афганистане. Вот такой вот монумент в честь погибших, видимо, с именами по кругу. Не воюйте, ребята. Поймал себя на мысли, что большая часть памятников по постсоветскому пространству посвящена каким-то войнам, павшим войнам, завоеваниям и так далее. И я, конечно, понимаю, что память там важна, но я более чем уверен, что те люди, имена которых написаны на всех этих памятниках, имели свои планы, мечты, и какая-то война остановила их жизнь. Надо как-то подзавязывать с этими войнами и памятниками. Давайте устанавливать более веселые памятники. И к черту все войны. Неожиданно для себя мы набрели на памятник дворнику.
Такие соблюдайте чистоту. Вообще, так как Молдова очень веселая страна, хотелось бы закончить на веселой ноте. Зашел я тут в магазин молдавский, продуктовый обыкновенный. И я так понял, они очень любят мороженое здесь в Молдове. Посмотрите, какими количествами они его едят. Вот это мороженка. Килограмм мороженого. Так взял вечерком вместо пломбирчика и прогулялся. Тут постоянно проводятся какие-то фестивали. Праздник вина, допустим, осенью, на который я еще не попал, но, надеюсь, попаду в будущем. В этот раз мы попали на пивной день прямо в центре города. Да, ребята, не забывайте подписываться на мой канал, ставить мне лайки. Обязательно оставьте кучу комментариев под этим видео. Неважно, это хорошие комментарии или плохие. Выражайте свое мнение. Давайте советы и рекомендации блогерам. Вернусь, и ты узнаешь, что только ты, рыба моей мечты, все, что мне сегодня надо. Я устал, хочу любви, потому что в голове, а ты паришь секс. Я устал. Вот и я устал монтировать это видео, оно наконец-то подошло к концу. И раз уж вы досмотрели это видео до конца, скажите мне, сколько футболок я использовал, пока снимал это видео. И на этой прекрасной ноте я хочу пожелать вам всем путешествовать как можно больше, хотя бы потому, что это всех раздражает.